Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами проведем сеанс, диагностику на наличие негативного влияния. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на свои события, на те аспекты реальности, которые вас беспокоят. И здесь будет 5 вариантов сегодня. Позиция 1, позиция 2, позиция 3, позиция 4 и позиция 5. Какое количество вариантов вам выбирать, решать вам, но я бы рекомендовал не выбирать больше 3. Идеально, если один вариант, дело вкуса, как говорится. Если вы не можете выбрать свой вариант, поставьте на паузу, попытайтесь отключить эмоции и разум, и вот интуитивно выбирайте свои варианты или свой один-единственный вариант. Уверен, что вы настроились на диагностику. Я здесь в общем формате сегодня дам советы и подсказки. Возможно, вы получите какие-то инсайты. И эта диагностика, она направлена на то, чтобы вы проверили себя и смогли, возможно, или заблаговременно что-то предотвратить, либо пойти тем путем, которым подсказывает вам ваше сердце. Итак, вариант номер 1. Смотрите, здесь сразу ворон. И если вы выбрали первый вариант, здесь прямо магия. И это как пророчество. Но здесь может быть трансформация еще и вестники загробного мира. Поэтому если на вас и есть магия, то она, скорее всего, черная, темная, кладбищенская. Признаками этой магии будут аватары, или явления, или фамильяры птичьи. Также, если вы не можете пройти какой-то этап в своей жизни, серьезный этап, трансформационный этап, и вам постоянно что-то мешает, то это может быть магия наследственная по линии рода. Но человек, от которого идет эта магия, она от человека, который, скорее всего, уже не живой. Вот этот вот момент для себя уясните. Давайте посмотрим, от кого может идти магия, если человек не живой и если человек живой. То есть здесь кладбищенская магия, влияющая на трансформацию вашу, физическую, психологическую, трансформацию личности. И это может быть например, как родовая программа по линии умершего человека, либо влияние от человека, который что-то делает, но он жив, да, то есть или от противника, либо от умершего по линии рода, да. Ну, смотрите, здесь выпадает двойка мечей, а двойка мечей — это действительно серьезный как будто бы момент, который привязывает вас к какому-то нерешенному вопросу, незакрытому гештальту. Сейчас будем... То есть здесь вы не понимаете, в чем проблема. То есть первый расклад, он о проблеме, которую вы долго не можете решить. И эта проблема, она вас постоянно останавливает. Действительно, она влияет и на трансформацию, и на понимание. То есть вы реально бьетесь как будто бы головой, да, и не можете решить, понять, как это сделать, что-то сделать, да, в своей жизни. Любой аспект вашей жизни, который направлен на вашу трансформацию, на изменение вашей жизни, да. Например, не могу выйти замуж, да, там. Или не могу помириться с кем-то, примириться с кем-то, смириться с чем-то, принять кого-то, найти любовь или найти любимую работу, или найти себя даже. Найти себя по этой карте — это вообще в первую очередь. Ну и здесь Луна. Смотрите, если покойник, то это по линии мамы. Это мама, бабушка, умерший человек. Особенно если мама, бабушка занимались магией и даже, вам говорили об этом, да, и вы знаете это вообще, да. Ну а если не говорили, то тут уже... может быть, вы от кого-то из знакомых можете проверить. Спросить, да, похож ли был тот человек, который там магичил жестко, да, по-черному. Ну, а если от живого человека, то это, скорее всего, темная магия от женщины. Может ли быть эта женщина родственницей вашей? Да, к сожалению. Давайте еще пару уточняющих моментов.
Ну и смотрите, десятка пентаклей полностью указывает на вашего родственника какого-то, да, то есть это древо Сефирот здесь. Ну и смотрите, это родственница именно, да, то есть это мама, бабушка, сестра. Покойная, если кто-то умер уже, да, и живая, если, если жива, да, в вашем случае, потому что расклад все-таки общий. Также в первом раскладе вы можете не находить собственную самореализацию, вот какая у вас проблема, да, вы не находите свою самореализацию, и у вас с деньгами постоянно плохо, особенно если не можете накопить на дом, на недвижимость, да, на участок, на какой-то, да, вот собираете. И вообще накопление происходит достаточно трудно. Вот можете всю жизнь собирать, а оно вот не собирается и все. То есть откладывать у вас не получается, да. Давайте еще уточняющую. Паш мечей. Ну, смотрите, Паш мечей вы это или и так знаете, или постоянно думаете об этом, или всегда знали. У вас должен быть сейчас вот прям как немножечко озарение, что ли, и инсайт. И по пажу мечей я бы рекомендовал это отсекать. То есть, но вам нужно желательно делать чистку, отвязку, да, ну и так далее. То есть обряды, ритуалы по снятию вот в этом случае, в первом случае, они здесь прям вот прям надо, желательно. То есть делать это вам или нет, это решать в любом случае вам, только вам, и никто кроме вас это решить не может. Поэтому, ну, рано или поздно, скорее всего, вы к этому придете, потому что Луна, это, знаете, вы сейчас это можете просто получить какой-то инсайт, потом разум опять, ну, как бы вы забудете, отложите, но вы все равно сделаете круг, да, и, может быть, даже через месяц вы придете к этому, да, потому что здесь Луна и месячная сяевая, кажется, да, оно даст о себе знать, и опять вы почувствуете даже как бы душой. И если сейчас у вас на уровне третьей чакры это живот, и на уровне четвертой чакры сердечное, ну, или солнечное сплетение, вы чувствуете такую тягучую, ну вот как будто бы там закручивают какую-то спираль, да, то это непосредственно об этом том, о чем мы сегодня поговорили с вами только что. Позиция номер 2, давайте смотреть. Ну, здесь смотрите, метла, здесь тоже позиция номер 2, очищение и избавление от негатива. Здесь вообще вам и рядом такое тоже, да, вертикаль, она в принципе рядышком, поэтому смотрите, здесь вам уже давно это нужно сделать, и вообще не важно, какую я сейчас отсюда извлеку карту. Когда метла выпадает, вот делай чистки, делай их. Сам делаешь, кто-то делает. Главное сбрасывать. То есть, и даже вот эти чистки, которые ты делаешь, тебе нужно, ну, может быть, делать не только эзотерическим способом, да, но и на физическом уровне, где ты убираешь токсичное общество, где ты убираешь нечистую воду, нечистый воздух, да, нечистое место пребывания, да, нечистый подъезд и так далее, да, то есть вокруг вас уже начинает быть, кажуть, брудно, да, то есть грязно, нечисто. Ну, давайте все-таки попытаемся разобраться, откуда больше ветер дует, да, то есть давайте посмотрим 4 самых таких первых главных аспекта, на что нужно обратить внимание в вашем поле, ну, чтобы как можно меньше этого было, да. Ну, здесь башня, у вас материальный мир. Может быть, вы где-то возле какой-то башни живете, но у вас крушение материального мира происходит. То есть это могут быть и потери финансовые, и потери в карьере, в бизнесе, ну, неуспехи, да, вот такие. То есть то, к чему вы стремитесь, именно, да, вот цель ваша, она достижима очень тяжело. То есть происходят поломки на физическом уровне, физические предметы ломаются часто. Могут быть прямо вот какие-то прямо разрушения на ваших глазах, да, или может кто-то там ломает себе конечности, или у вас, не дай бог, это происходит, да, вот вы, ну там, вы вывернули ногу, а потом еще что-то с рукой, или ударили себе молотком. Ну, да, вот такие вот как бы членовредительства, да, получается.
Но здесь больше даже это материальное, поэтому это как физическое разрушение тела, так и разрушение финансового канала. Оно тут страдает очень сильно. Материальный мир, даже могут быть вот поломки недвижимости, автомобильного транспорта и так далее. Могут быть очень серьезные проблемы с государством, с судами. Вы долго тягаетесь, или могут быть проблемы с правосудием, с исполнительными службами, с кредитами, все, что связано с законом. Могут быть проблемы даже с разводом. Вот это вот, если разводитесь здесь, особенно если есть кто-то со стороны, то вот здесь надо быть очень аккуратным. Вот здесь могут быть, знаете, как вы расходитесь, а еще кто-то и добавляет своего дегтя в вашу и так бочку далеко уже не с медом, да, здесь в разрушенную башню, да, получается так. Ну, могут быть проблемы с полицией, кражи различного рода. Вот здесь кража очень просматривается, да, могут постоянно обворовывать вас. По виду магии здесь может быть, ну, явно крадник и явно очень сильный удар. Причем, если кто-то вам мстит или делает плохо, то он считает, что он прав. То есть это удар возмездия приходит вам. Ну, вот так. Давайте дальше посмотрим. Здесь разбитое сердце, это может быть развод. Здесь, ну, когда вы расходитесь в отношениях, симптоматикой будет болезнь или боли в 4 чакре. То есть будете чувствовать в сердце как будто бы ножи. Может ли здесь быть разновидность магии вуду? Да, естественно, потому что здесь и башня, и 3 мечей. Прямо сердечную чакру работают вам, да? Ну, почва отношений, естественно. Ну и 4 кубков, смотрите, у вас это уже вот так вот за горизонт достало, вам тяжело, вы хотите отдохнуть, но как на физическом уровне вы будете чувствовать очень сильную усталость. И что первый вариант, что второй, я хочу вас обратить ваше внимание. Отнеситесь к первому варианту и второму очень серьезно, особенно если вы никогда этого не, особенно если никогда не делали, но чувствуете, что что-то не то. То есть попробуйте помониторить себя для начала, да. Но еще один такой аспект, но здесь как бы предупреждение. И здесь магия может быть магия конфликта. То есть, если вы постоянно ссоритесь вообще, ну, вокруг с кем-то, да, или ссоритесь с любимым человеком, со своим любимым человеком, или с близким, там, с мамой, с папой, с братом, с сестрой, с детьми тоже можете постоянно ссориться. Но первое, что вам тяжело преодолевать трудности, то есть есть некая цель, трудность, и вы ее, ну, вот, постоянно получаете препятствия. То есть у вас может быть рассорка, это первый вид, и может быть просто закрытая дорога к какой-то цели. Давайте посмотрим, на куда у вам это может быть, да, и с кем у вас может это быть. Это может быть человек, который живет отдельно от вас, отшельник. Это может быть муж, прежде всего мужчина. Это может быть родственник из-за него. Это может быть человек, который нуждается в лечении и которого, может быть, он просил вас излечить, он может даже нуждаться в операции какой-то. Здесь еще рыцарь мечей, здесь это, скорее всего, мужчина. Знаки зодиака: Дева, Близнецы. И это может быть военный человек. Также вам в связи с этим всем может грозить некая опасность от оружия. Будьте осторожны просто. Здесь оружие, будьте осторожны. И целительство. Ну и операцию вам нужно планировать... Если вдруг планируете операцию, ну, для тех, кто смотрит по операции акцент, тщательно выбирайте себе мастера, да, который будет это делать. Ну, хирурга или доктора, услышали. Так, 5 кубков. Здесь может быть, это связано еще с человеком,
с которым у вас серьезный конфликт, и после этого конфликта ваша жизнь превратилась в некий такой театр либо теней, либо очень такую печальную историю. То есть здесь какая-то прямо скорбь. Прямо скорбь идет у меня по этой карте. Окей. Ну, может быть, это идет от того, кто скорбит или по ком скорбят, да? Может ли это быть от, ну, как бы, как проклятие умершего? Да, здесь этот мотив неявно прослеживается, и я почему-то его вам говорю для чего-то. В вашем случае прислушайтесь к себе. Ну и последняя карта, здесь шестерка пентаклей. Вы могли с кем-то не поделить имущество, не поделить деньги. И это может влиять на ваш финансовый поток, как на заработок, в принципе, да, так и на отдачу долгов. Если вы постоянно не можете отдать долг, это признак. Окей, думаю, что здесь достаточно. Давайте перейдем к следующей карте. Ну и смотрите, розмарин, здесь интеллект. Это карта такая, знаете, настраивающая на интеллект, ясность ума и концентрация. Смотрите, здесь может быть магия только в том случае, если, ну, этот вид магии называется морок, да. Если вы не понимаете, что происходит вокруг вас, вот вы ходите, по идее, вот если у вас это есть, тогда слушайте дальше. Если вы ходите как в пелене в какой-то, вот как будто бы вот вам одели такой белый саван, да, или окурили, ну, окурили, допустим, какой-то дурной травой, да, я вас сейчас шалфеем немножко, если вам сейчас легче становится, вот сейчас шалфей пошел белый, да, вот если вам сейчас легче, и у вас был этот белый саван перед глазами, то тогда это может быть именно вид морока. Все. Если у вас нету белого савана, если ваши мозги соображают четко, как часы работают, вы все держите под контролем, и, ну, вы, допустим, выбрали, да, никаких других карт не выбирали, только вот четвертую позицию, и мозги четко работают, все, знаете, что это не про вас рассказ, окей? В противном случае смотрите, откуда может быть морок. Давайте разберемся, откуда может здесь быть морок. Ну, во-первых, здесь может быть месть. И кто-то вам что-то не может простить. Для кого-то вы поступили как грешник. Кто-то считает, что на вас есть или смертный грех, ну, или кто-то считает, что вы, извините, сейчас скажу такое, законченное с, в, о, ну, не буду говорить, да, с во. Ну, вот тот, который Л, О, Ч, да, понимаете. То есть, ну, кто-то очень считает вас очень нехорошим человеком. Это женщина. Это женщина. Может ли это быть покойная женщина? Да. Может ли быть это проклятие на исходе духа, как говорится, да? Есть такое, ну, предсмертное проклятие. Вы кого-то очень сильно подвели. Может ли это быть родственница? Да. Бабушка, мама, сестра или человек, с которым вы были очень близки, и он при смерти считал, что вы его предали. Также это может быть и живой человек, но вы ему что-то должны. Здесь рядом долги и очень сильный конфликт. Он веет сюда, к сожалению. Но это женщина. Это идет от женщины. Особенно расклад вот этот вот, он для мужчин. Особенно. Ну, для женщин тоже. Да, королева мечей, видите. Смотрите. Ну, это, конечно же, может быть и ваш сигнификатор. Все-таки общий расклад. Особенно если вы весы. Особенно если вы водолей и близнецы. Но
Это может быть и от женщины, которая была тоже умна, но это опять-таки ваш разум. Умна, работала на государственной службе, могла быть женой, мужья, бывшая жена может быть здесь, с которой развод. Ну и может быть соперница, если вдруг кто-то лезет, ну допустим жена любовника, да, ну, потенциального вашего партнера. Имейте это в виду. Вот если вы ходите под мороком, ну, смотрите, под мороком, как вы будете это чувствовать? Во-первых, нету концентрации, все плывет постоянно, работа может быть, дезориентация в пространстве, во времени, сны могут быть, кстати, кошмары могут быть. Вот эта вот комбинация жрица и страшный суд. Могут быть конфликтные, склочные ситуации на ровном месте, то есть, хотя не скажешь, что вы человек такой достаточно конфликтный. Ну и здесь еще такая, знаете, как бы вас очень сильно осуждают и могут настраивать против вас еще других людей. Проблемы с законом, с правосудием могут быть на ровном месте. Могут быть дорожно-транспортные происшествия, скорее всего. Можете часто опаздывать, вот эта вертикаль. И приезжаете в одно место, едете в одно место, а попадаете совершенно в другое место. Да, вот такое тоже бывает. Ну, то есть у вас реальность... Ваша внутренняя реальность и внешняя реальность, они не совпадают. Кстати, загадывайте желание, очень символично бьет 9 часов. Что обозначает цифра 9 в вашем пространстве? Напишите в комментариях. Ну, давайте еще один момент уточним для себя. Ну и тут жезлов, видите, это просто символ магии, горящего факела здесь. А здесь, ну вот, именно магия на морок. Морок от того, что здесь перечислено. Огонек здесь есть, и ну, одним из симптомов вот этой карты вы можете ощущать жжение от 4 чакры до коронной чакры. То есть это может быть жжение в груди, жжение в горле, жжение здесь и жжение вверху. Окей. Вы знаете, гриб очень хорошая карта. Но единственным здесь может быть проблемой вот магии, да, это если вы испытываете проблемы с духовным ростом и просветлением. Ну, по сути, здесь по грибу, я вам так скажу, может быть морок, могут быть окормы и опои, но может быть просто закрыта дорога к духовному росту. Вот этот вот 6-й вариант для тех, пятый, извините, я оговорился, 5-й вариант. Он для тех людей, которые ищут себя лично, свою личность, не могут открыть путь в самореализацию, особенно в магию туда. Ну, не обязательно в магию, ну, эзотерику или сейчас скажу, подберу это слово, в гуманитарное какое-то направление. То есть именно вот в что-то новое у вас может быть закрыт путь в что-то новое, где вы ищете себя другим, тем, кем вы являетесь, по вашему мнению, на самом деле. Вот туда закрыта дорога. Почему это может быть? Больше всего здесь родовые программы и кармические узлы могут быть. Я не говорю, что это так. Но вот если вы не можете никак открыть свой духовный рост, то это, скорее всего, либо с незакрытыми гештальтами из прошлой жизни, ну, той жизни, которую вы живете сейчас, но пытаетесь выйти на другой уровень, либо с родителями что-то идет. Ну и о опоях, о кормах мы сейчас посмотрим. Вот давайте посмотрим просто 2 карты на родовые программы и кармические узлы, если у вас это так. И опои, о кормы, от кого это может быть, да, если у вас это в реальной жизни просто кто-то вас подпаивает и подкармливает чем-то. Вот и все. На этом мы сегодня и закончим с вами. Итак, на духовный рост у вас влияют эти 2 карты, а на опои и окормы эти 2 карты. Ну, начнем с духовного роста, то есть, на родовые программы, извините. Родовые программы у вас прежде всего связаны с женщиной, которая доминировала над мужчиной. Если ваша мама была такой
серьезно, и отец играл вторую роль, то здесь может быть материнская родовая программа. И это творческая карта. Вот здесь как раз вот родовая программа матери мешает вашему творчеству творить на другом, на духовном уровне. Ну и здесь могут быть еще проблемы с поиском сексуального партнера. Особенно у женщины с мужчиной, где женщина будет, скорее всего, доминировать. Скорее доминировать. Ну и если у вас вот по жизни вам очень тяжело даются деньги и успех в деньгах, в финансах, да, плохо накапливаете или боитесь инвестировать в себя, сомневаетесь, вот, ну, например, давайте так скажем, жметесь или жадничаете себе купить какую-то вещь, или наоборот все сливаете на вещи, а на духовный рост, ну, на развитие, да, на саморазвитие не хватает. Тоже работает, скорее всего, родовая программа по маме. Но все-таки туз пентаклей это больше к материнским программам. Особенно если мама лев или любая огненная стихия, и особенно если мама любая земная стихия, дева, телец и козерог. Ну вот такие моменты у вас могут быть с родовыми программами вот по вот этим двум картам. Кармический узел здесь больше будет в паре муж-жена. Если жена была, ну, женщина была активная, а мужчина играл вторую роль, и, ну, на почве этого могли быть проблемы и с деньгами, и с финансовым благополучием в семье. Вот это вот незакрытый гештальт, здесь кармический узел тогда у вас получается. Ну и давайте смотреть на апои, акормы или подпои, да. Ну, здесь колесница, а здесь родственники или мужчина на где-то выезде, деловой император. Здесь могут опаивать, окармливать мужчину, именно мужчину. Здесь мужская карта, и здесь мужская карта. Также может быть апои, акормы мужчины, но его может держать при себе не только жена или любовница, но и мать. Вот это материнская карта больше. Поэтому вот апои, акорм все-таки на императора, особенно если мужчина ваш овен, телец, ну, любой огненный знак или телец. Ну, вот так вот. Также могут быть, если апои, акорм не на мужчину, а на вас, то тогда вы не можете никуда поехать. У вас постоянно откладываются поездки, особенно за границу. Да и по своему государству, стране вы едете очень тяжело. Дорогостоящие транспортные средства будут попадать либо в какие-то неприятные ситуации, либо ломаться. Это тоже может быть. Ну и может быть конфликт с мужчиной на расстоянии. Ну тогда это апой, скорее всего, корм на него все-таки. Да? То есть это как бы уже больше рассорка и закрытие дорог для мужчины к вам с того расстояния, куда он уехал, да, с того места. И закрытие дорог вам к мужчине, чтобы вы не сблизились. Это тоже может быть здесь. Друзья, я искренне желаю вам не найти свой вариант здесь, но если вы чувствуете, что этот вариант с вами перекликается, то делайте все шаги, чтобы это не повторялось в вашій житті. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіт, які оточують вас, і допомагайте силам світла нищити сили темряви. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.